Осень – время перемен в природе и в нашем организме в том числе. У многих обостряются головные боли и мигрени. Казалось бы, чего проще? Многие знают массу народных средств для снятия болевого синдрома. Капустный лист, вымоченный в кипятке, теплые ванны и приятная тихая музыка в затемненном помещении. Да и интернет пестрит всевозможными советами. Массаж головы, начиная с лба и ведя обеими руками к затылку. Вдыхать смесь в равных частях камфорного спирта и нашатырного. Разбить целое сырое яйцо в чашку, смешать и залить почти кипящим молоком, сильно мешая. Если пить так каждый день, то можно постепенно совсем избавиться от постоянных нервных головных болей. Да вот только шутить с такими симптомами нельзя. И спешить пользоваться советами из интернета тоже не стоит. Консультация специалиста обязательно. Ведь и взрослые, и дети, а это 50% от общего населения Земли, регулярно испытывают головные боли. Кроме того, недомогания влияют на экономику целых стран и являются общемировой головной болью. Так, ежегодные экономические потери от мигрени в нашей стране, например, составляют 1,5 миллиарда рублей. Почему нельзя терпеть эту боль и как правильно с ней справляться? Будем выяснять у специалиста прямо сейчас. Доброе утро, Елена Разумовна. Доброе утро. Елена Разумовна, давайте проведем краткий ликбез. Что болит у нас в головах? Откуда вообще берутся головные боли? Головные боли различаются на несколько типов. И вообще современная классификация головных болей насчитывает более 200 видов. Но наиболее распространенными являются головные боли напряжения. Они так и называются. Головные боли напряжения, когда имеется напряжение мышц. И человек ощущает ощущение шлема, каски, на голове иногда обруча. И в первую очередь это связано с напряжением мышц скальпа, мышц шейного отдела, позвоночника. И это обусловлено тем, что человек находится в постоянном стрессе, либо у него есть бессонница, тревожное расстройство, депрессия, либо есть патология шейного отдела позвоночника. Второй наиболее распространенный тип головных болей – это мигрень. Мигрень – это очень серьезный тип головных болей, и чаще всего именно эта боль приводит к хронификации и развитию, даже, можно сказать, резкого снижения качества жизни человека из-за частых головных болей. Потому что это очень сильная головная боль, в отличие от головной боли напряжения. Когда человек испытывает тошноту, рвоту во время приступа, он не может даже встать. Малейшее движение усиливает головную боль – это мигрень. И еще есть очень серьезная головная боль, о которой мало кто знает, она редкая, но тоже относится к первичным головным болям. Это кластерные головные боли, когда болит голова в области виска и в области глаза. И как будто бы кто-то вырывает глаз огненной кочергой или чем-то еще, и человек испытывает невероятные головные боли. Все специалисты, не специалисты говорят о том, что терпеть головную боль нельзя. Вот это верное утверждение, и оно относится абсолютно ко всем видам боли, которые вы перечислили? Это неправильное в корне утверждение, поскольку если человек будет употреблять анальгетики, как говорится, терпеть головную боль, выпейте анальгетик. Это приведет к хронификации боли из-за того, что разовьется еще особый вид головной боли, который называется головная боль, связанная с избыточным употреблением анальгетиков или триптанов. Да что вы! И при этом головная боль учащается, и уже если человек использует больше 15 дней в месяц, уже развиваются головные боли, связанные с избыточным употреблением анальгетиков либо триптанов. При этом анальгетики уже не помогают. Если пациенты думают, что приняв анальгетик, они тем самым лечат головную боль, они в корне заблуждаются. Тогда возвращаемся к самому первому вопросу. А что тогда лечить? Что такое головная боль и откуда она происходит? Мигрень, кластерные головные боли напряжения и другие головные боли, они лечатся с помощью воздействия на механизм развития этих головных болей. Если мы будем говорить о головных болях напряжения, то при головных болях напряжения, как я вам уже сказала, в основе лежит мышечное напряжение. И это связано с психоэмоциональным напряжением, либо патологией шейного отдела позвоночника. Поэтому в первую очередь мы воздействуем на эти два механизма. Если человек в состоянии тревоги, необходимо назначать противотревожные препараты. Если он находится в состоянии депрессии, обязательно нужно лечить депрессию. То, что касается мигрени, здесь используется несколько классов препаратов, которые тоже воздействуют на разные механизмы мигрени. В частности, воздействуют на повышенную реактивность сосудов
и препятствует спазму сосудов, который лежит в основе мигрени. Стоит ли заниматься самодиагностикой? Очень многие люди, послушав сейчас наш разговор, действительно что-то в себе такое могут обнаружить. И когда действительно стоит уже обращаться к врачу? Дело в том, что если у пациента есть головные боли хотя бы один раз в месяц, это уже повод обратиться за медицинской помощью. Поскольку если человек испытывает уже один раз приступ мигрени, это уже требует профилактического лечения. То есть во всем мире показанием для профилактического лечения мигрени, то есть для назначения препаратов, воздействующих на механизм развития мигрени, является частота приступов хотя бы один раз в месяц. Спасибо вам большое за ваши советы, Елена Разумовна, Пожалуйста. и всего вам доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.